Dzień dobry, guys, ревернут наш туташ. Мы сегодня должны спросить всех, которые находятся в библиотеке аббатства, расспросить, посмотреть по поводу того, как брат Ги крадет деньги, найти настоящего убийцу и многое другое. И желательно не умереть, но это по возможности. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, приготовьте что-то покушать, поесть. Ну а мы начинаем играть в Pentiment. Так, я бы хотел, конечно же, сказать, что скрипторий, да, по-моему, заблокирован. Первым делом я хотел сказать то, что мы почти все разрулили. Нам осталось еще чуть-чуть, и я чувствую то, что мы приближены к победе. Ах ты, козел! Рассказал Гернату! Прости, он должен знать об этом. Ой. Андреас Маллер, ты настоящий ублюдок и заслуживаешь всех ужасов, которые принесет тебе будущее. Может и так, но ты до этого уже не доживешь. Брат Ги, мне хочется думать, что до сего момента у нас были относительно неплохие отношения. Расскажи, как все выглядит с твоей точки зрения. Наверняка тобой двигала не просто жадность. Вы обозвали его, показали ему грубый жест, вы назвали его неискренним в присутствии Ференца. Вы причислили его к художникам, вы стали на сторону Ги в скриптории. Повезло нам, очень сильно повезло. Отнюдь. Ты монах, ты бы не смог потратить такие деньги и остаться незамеченным. Ты мерзавец, Гим, но не дурак. Вряд ли бы ты пошел на такой дерзкий шаг без веской причины. Ты монах, ты бы не смог потратить такие деньги и остаться незамеченным. Я не собираюсь вечно быть монахом. Ты бы ушел с бенедиктинцев. Даже если так, то бы жил на эти деньги как дворянин. Такое бы точно кто-то заметил. Деньги не для меня. Ну да, конечно. Деньги пойдут на помощь еврейским семьям, которые притесняют в разных частях империи. У них украли земли, отобрали их дело. Некоторым пришлось обратиться в христианство, лишь бы остаться в живых. Это жестоко. Не знал, что ты такой добрый и милосердный христианин, Ги. Так вот почему ты так интересовался лекарем польского короля. Я не пытался тебя разжалобить. С ними действительно поступают несправедливо. Думай, что хочешь, но у меня личные мотивы. С чего бы это? Почему судьба евреев так заботит монаха-бенедиктинца? Не все еврейские семьи были изгнаны из Франции. Тем, кто согласился обратиться в христианство, разрешили остаться. В том числе моей семье. Кладбище, на котором были похоронены наши предки, продали за 11 тысяч турских ливров. А надгробные плиты герцог Бургундский использовал для строительства часовни Сент-Шапель-де-Дижон. Это же было более 100 лет назад, Ги. Я даже не могу отдать дань уважения предкам, поскольку не знаю, где лежат их тела. Быть может, в моем роду больше нет евреев, но я все равно чувствую ответственность перед ними. Вряд ли ты меня поймешь. Ну так что, ты примешь мое предложение? Когда вся эта история закончится, я дам тебе 4-ю часть денег. Почему бы и нет? Договорились. Нет уж нет. Я продолжу расследование. Из тебя я подозрения не снимал. Чтоб тебя, Андреас, я не убивал Отто. Почему я должен тебе верить? Потому что я говорю правду, и я уверен, что умница Андреас найдет настоящего убийцу, если приложит должное усилие. Расскажи мне вначале, что ты собираешься делать со всеми этими деньгами. Какая тебе разница? Ты мерзавец, Ги, но не дурак. Вряд ли бы ты пошел на такой дерзкий шаг без веской причины. Ты монах, ты бы не смог потратить такие деньги и остаться незамеченным. Такие лестные слова с твоей стороны, Андреас. Вот спасибо. Всегда пожалуйста, поганец. Андреас, брат Ги. Похоже, ты немало рисковал, отправившись к нам через скрипту. Может, стоило не тратить на это время, а сосредоточиться на поисках убийцы Отто, которым аббат быть не может. Именно поэтому я здесь, мне надо поговорить с тобой. Из того, что убийца не аббат, еще не следует, что это не мог быть один из монахов. Точно, вернусь к расследованию. Именно поэтому я здесь, мне надо поговорить с тобой. Да, помогу, чем смогу. Я знаю о деньгах, которые ты украл из аббатства. Говори тише. Откуда ты узнал? Вопросы здесь задаю я. Продолжай. Неважно, прошу прощения. Сестра Амалия услышала твою исповедь. Я нашел книгу,
которую ты спрятал на скотобойне. Не понимаю, о чем ты. Что тут скажешь? Я очень дотошен. И ты просто нашел какую-то книгу на скотобойне с заметками на бургундском языке. Даже необразованный поймет, что все это выглядит не слишком хорошо. Должно быть, их дело Матье. То есть, по-твоему, швейцарский монах сделал заметки на бургундском языке, чтобы подставить тебя? Ладно, это мои заметки, но ты все не так понял. Я хотел заткнуть Отто рот, но не убить его. Да и ритуал я проводить не стал. А если бы провел и он бы сработал, то Отто бы не умер, стал идиотом, пускающим слюни. Неважно, прошу прощения. Это все, что я знаю на данный момент. Сестра Амалия услышала твою исповедь. Тьфу, мистики. Разве она не должна предаваться размышлениям о божественном или что-то в этом духе? И вообще, наша церковь слишком мала для исповедей. И? Это все, что я знаю на данный момент. И все, что узнаешь по тому, что больше и узнавать-то нечего. Если ты закончил, храни тебя Господь, Андреас. Опять Андреас? В чем дело на этот раз? Неважно. Ага, мы еще можем найти доказательства. Флориан. Андреас Малер. Я слышал, что вы в Тассинге, но вы так и не навестили меня. Не было времени, я весь погряз в делах. Простите меня, брат Флориан, я должен был прийти раньше. Хоть и я рад видеть вас, но спустя столько лет ваш поступок не кажется мне благоразумным. Вы рискуете, пробираясь сюда. Хотел узнать, как у вас дела. Я расследую убийство Отто. Но все мы знаем, что аббат в этом не виновен. Вы же так не думаете? Вы подозреваете кого-то еще из присутствующих? После того, как Ференс в тех событиях, я вас не виню. Андреас, но это не превращает ничего хорошего. Предвещает. Мне просто нужно было с кем-то поговорить. Да, возможно, у меня есть зацепка, которая приведет к кому-то здесь. Но она может быть и не связана с убийством. Боюсь, это тревожные вести. Даже видимость связи достаточно, чтобы разгневать тех, кто уже в ярости. Крестьяне крайне раздражены, а мы здесь застряли. Таков свирепый нрав деревенских жителей. Вы боитесь, что они не остановятся на этом? Все это не по-настоящему, они не осмелятся зайти дальше. Может, они не подготовленные солдаты, но чтобы сжечь полное книг здания, военная подготовка не нужна. Если они ранят аббата или разрушат аббатство, армия герцога не проявит снисходительности. Поверьте, прямая стычка с настоящими солдатами закончится бойней. Вы много говорите о крестьянах, но что насчет вас и братьев? О, у меня все хорошо, Андрас. Я попадал в передряги похуже. Сражение у Казмийского леса, осада замка Дернек, смерть и страдания. Пожалуй, для юного ума это был тяжкий груз. Ах, это было уже очень давно. Здесь же я беспокоюсь о других людях. Я беспокоюсь о Лукасе и Фолькберте. Они кроткие люди. Им не вынести таких ужасов и жестокости. Но сильнее прочих я беспокоюсь об Эдоке. Я пытался с ним поговорить, выглядит он неважно. Что случилось с Эдоком? Он старый слабый. С тех пор, как мы спрятались здесь, ему становится все хуже. Он упоминал о боли в груди. Я захватил с собой инструменты. Даже если бы они были у меня, я не знаю, как облегчить его недуг. Возможно, шалфей спаситель или маг снотворный. Хотел бы я помочь, но я должен раскрыть убийство Отто. Я готов помочь всему, чем смогу. У вас доброе сердце, Андрас. Самый благоразумный вариант — обратиться к сестре Гертруде. Она лучше всех разбирается в растениях. Берегите себя, Андрас. И вы, брат Флориан. Лукас. Храни вас Храни вас Бог, мастер Малер. Нет. Все будет хорошо, Фолькберт. Откуда тебе знать, Лукас? Доверься привидению, брат. Господь направляет нас в Гефсимании. Они сделали нам больно. Не сделают. Смотри с нами, Андрас. Он поможет. Не уверен, что я правда могу что-то сделать. Лукас, Фолькберт. Да, я помню, чем смогу. Не верю. Из-за Андраса у нас не будет еще больше неприятностей. Что ты такое говоришь? Андрас раскрыл прошлое убийство. Раскроет и это. Я не хочу умирать. Наберись мужества, Фолькберт. Ты не умрешь. Мы все умрем. Нет, пожалуйста. Фолькберт, будь спокоен. Подумай о небесных сферах над нами. Там ангелы каждый день славят Господа. Буду ли я с ними, если умру? Все мы там будем когда-нибудь. Но сейчас ты не умрешь, Фолькберт. Послушай Андраса, он нам поможет. Берегите себя, я постараюсь во всем разобраться, прежде чем пострадает кто-то еще.
Храни тебя Господь. Боже, спаси нас. Ой, какие люди. Здравствуйте, брат Войслав, у вас есть минутка? Конечно, Андрас, что вам нужно? Я хотел спросить вас о брате Ги. А что с ним такое? Кажется, он ворует деньги с хранилища аббатства. Не было ли в последнее время в его поведении что-то странного? Андрас, это серьезное обвинение. Есть ли у вас доказательства этого преступления? Сестра Амалия подслушала, как брат Ги исповедовался отцу Томасу. Чушь собачья. Брат Ги исповедуется отцу Гернту, как и все мы. Он признался, что украл деньги аббатства, и Отто знал об этом. Андрас, сестра Амалия мистик, несчастная женщина. Вы ей не верите. Вы мне не верите. Я верю, что вы повторяете то, что слышали. Слышала ли сестра Амалия то, о чем рассказывает? Это не сулит аббатству ничего хорошего. Расскажите мне что-нибудь, что я могу предъявить Петеру. Чтобы вы обвинили одного из братьев в убийстве Отто, очень удобно, Андрас. Но нет. Хватит, храни вас Господь, Андрас. Час настал, мастер Малер. Так, ладно. Пора нам потихоньку сваливать. Инструменты принести. Такс. Давайте посмотрим. Откуда нам надо вытащить? Так, крипта, башня. Дармиторий. Ну, смотрите. Ну, более-менее возможно то, что его инструменты в лазарете. Может, мы их возьмем, но их тут нету. Надо пойти к сестре, а я как будто знаю, где находится сестра. Ну, наверное, в церкви. Святилище. Так, Гертруда. О, то, кто надо. Благослови тебя, Господь, Андреас. Сестра Гертруда, мне нужна помощь. Брат Эдак болен. Он очень слаб, ему трудно дышать, а еще он жалуется на боль в груди и в сердце. Ох, мастер Малер, дело действительно серьезное, надо подумать. Святая Хильдегарда, святая Хильдегарда Бингенская была бенедиктинской аббатисой, провидицей, мистиком и автором множества трудов. Ее работы охватывали различные темы, от теологии до сочинения музыки и медицины. Пишет о желтой горячавке, но в наших запасах ее не осталось. Горячавку можно найти, если подняться повыше в гору, но в лесу тоже должно быть несколько цветков. Если принесешь еще немного, я приготовлю целебный отвар. Спасибо, сестра Гертруда, тогда я поспешу. Да, смилуется Господь над нашим братом Эдаком. Всего доброго, Андрас. Что ж, дорогие друзья, думаю, на этом все. В следующей серии мы отправимся в лес за этим цветком. Поможем, конечно, брату Эдаку вылечиться, жить. Найдем еще доказательства и попробуем разъяснить еще больше про брата Ги. И очень сильно надеяться, что все у нас получится и мы найдем убийцу. Ну а пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был я, Ривернотна. До видения, до побачення.